Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду готовить медовик с малиной. Можно использовать и другие ягоды и фрукты. Это еще один простой, можно сказать, ленивый рецепт медовика без раскатки коржей, с бисквитным тестом. Рекомендую его приготовить и попробовать. Я уверена, он украсит любой праздничный стол. А готовится все быстро и просто. Для приготовления теста мне понадобится разбиваю в миску яйца. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 65 граммов. Добавляю соль и всыпаю сахар. Хорошо взбиваю миксером в пышную светлую массу, примерно в течение 4-5 минут. Добавляю мед, перемешиваю. Добавляю растопленное сливочное масло. Вместо сливочного масла можно использовать и растительное без запаха. Просеиваю муку, разрыхлитель для теста и корицу. Корицу добавляйте по желанию. Перемешиваю сначала лопаткой и теперь быстро перемешаю миксером. В итоге получилось вот такое очень нежное медовое тесто. Я подготовила противень, выстелила его пергаментной бумагой. Размер противня 42 на 32 сантиметра. Слегка смажу пергаментную бумагу растительным маслом без запаха. Выливаю тесто на противень и разравниваю его. И сейчас противень с тестом я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-15 минут. Печется все очень быстро. Конечно, вы ориентируйтесь на свою духовку. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Бисквит вот так красиво подрумянился. Обязательно проверяем его готовность. В принципе, это очень легко сделать нажатием пальца. Если бисквит возвращается обратно, не проваливается, ничего не прилипает, значит он готов. Выпекался он у меня ровно 12 минут. Снимаю корж с противня. У меня бисквит очень легко отходит от пергаментной бумаги, поэтому я его даже не переворачиваю. Если вы чувствуете, что у вас бисквит немного прилип, вы можете его перевернуть. Для приготовления крема мне понадобится Для приготовления крема я использую жирную сметану жирностью 25%. Добавляю в нее сгущенку. Для приготовления этого крема подойдет сметана от 20% жирности до 30%. Хорошо перемешиваю миксером сметану и сгущенку. Сметана у меня холодная, из холодильника. Если вы видите, что сметана у вас водянистая, достаточно жидкая, тогда ее можно отвесить, чтобы убрать лишнюю влагу. Конечно, тогда сметаны понадобится чуть больше. Масса сразу как будто стала более жидкой. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И вливаю лимонный сок. И теперь я хорошо все взбиваю примерно в течение 3-4 минут. Именно благодаря лимонному соку сметанный крем начинает густеть. И не нужны никакие дополнительные загустители. Вот такой достаточно плотный сметанный крем получается. Как видите, масса загустела. Конечно, таким кремом нельзя делать какие-то украшения, но он прекрасно подходит для промазки коржей. Если крем у вас сразу получается достаточно жидкий, повзбивайте его чуть больше времени. Лимонный сок постепенно его загущает. Мой бисквит полностью остыл. Сейчас я обрезаю ему края. Их я буду использовать для украшения, для крошки. Посмотрите, какой пышный бисквит получается. Очень красивый. И сейчас мой корж я разрезаю на кусочки. Кусочки могут быть любого размера, какой вам нравится. Я разрезаю сначала вот на такие полоски и теперь делаю квадраты. В итоге получаются вот такие кусочки теста. Как я уже сказала, можно их делать меньше, больше, как вам больше нравится. Также для моего рецепта я буду использовать малину. У меня здесь свежая малина 200 граммов. Можно использовать и замороженную, или другие ягоды и фрукты.
Собирать торт я буду в разъемном кольце. Установила диаметр 20 сантиметров. Выставила кольцо на тарелку. Немного крема перекладываю в отдельную миску. Теперь сюда я добавляю кусочки бисквита. Перемешиваю их с кремом. Выкладываю их в форму. Распределяю, разравниваю. Добавляю еще бисквиты. Выкладываю такой достаточно плотный первый слой. Особенно надо плотно выложить по краям. Вот таким образом немного разравниваю и прижимаю. Теперь разбрасываю немного ягод малины и выкладываю следующий слой бисквитов. И таким образом я собираю весь торт. Сейчас уже бисквиты я слишком не прижимаю, чтобы не раздавить ягоды малины. Пустоты заполняю кремом. Снова выкладываю малину. Выкладываю кусочки бисквита. Промазываю кремом, заполняю пустоты. Выкладываю всю оставшуюся малину и сверху все оставшиеся бисквиты, промазанные кремом. Промазываю верхний слой оставшимся кремом. Немного вот таким образом прижимаю, чтобы он потом хорошо держал форму. Закрываю сверху все пищевой пленкой и отправляю мой торт в холодильник для пропитки и стабилизации крема. Примерно часов на 8. Обрезки бисквита измельчу в крошку. Торт у меня всю ночь стоял в холодильнике. Он хорошо пропитался. Сначала аккуратно пройдусь лопаточкой по краю формы. И извлекаю его из формы. Вот такой замечательный торт получился. И сейчас его осталось только украсить. Сейчас бока торта я промажу немного сметаной. Можно промазать взбитыми сливками. Для этого понадобится буквально где-то граммов 50 сметаны, не больше. Просто чтобы крошка лучше прилипала. Можно оставить немного крема, но я весь крем добавила в коржи, чтобы торт получился более такой влажный. Также немного промажу и верх торта. Обсыпаю крошкой весь торт. И так как торт у меня внутри с малиной, сверху я его также украшаю ягодами малины. И, конечно, медовик – это просто беспроигрышный вариант для любого праздничного стола. Рекомендую его приготовить и попробовать. А я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.